Привет всем! Сегодня уже четверг. Мы идем, как обычно, гулять. Ой, не знаю, что я так с этой Турции я ничего не решила. Прямо идем за этим. Ничего я не решила, но зато придумала одну такую небольшую комбинацию. Знаете, вот в поезде даже те же самые 23-24 часа, которые идут скоростные поезда, все-таки немножко тяжеловато с ребенком. Если бы я была одна, я бы, вот, знаете, мне кажется, вот только вот высыпалась, ехала, потому что очень хочется. А когда с ребенком, хочется сократить как-то эти расстояния. Тебе обязательно к дереву к твоему? Без дерева никуда. Вот, и вообще, мне бы, конечно, было поехать и на машине комфортно, но дорогу Максим, например, не очень хорошо выдерживает. Он будет постоянно ныть, плакать, ну, вы сами понимаете, какое-то... Начинать с негатива, да, свой опыт не очень хочется. Потому что он иногда может нормально перенести, а иногда это будут вот всякие конюхи, там, мне надо остановиться, мне надо выйти, это еще самое там безобидное. Ну, просто для меня-то в этом проблем нет, но это увеличивает часы, которые требуются, чтобы доехать, да, до места. В общем, не знаю, мы еще подумаем, какой вариант мы выберем. Либо все-таки рискнем поехать на машине, но если мы поедем на машине, это будет такой вариант, что мы доезжаем до одного города, там останавливаемся, там ночуем, может быть, смотрим его достопримечательности. Потому что лично мне это интересно. Мне интересно побывать в каком городе, и не то, что вот ты там ехал, где-то поел, быстренько все и вперед. Нет, для меня вовсе не является сложным и потратить лишний день. Все, я не буду этот день на море. Все, как же так? Нет, вообще без проблем. Но зато спокойно доехать до какого-то города, остановиться. Мне лучше приехать в какой-то город, спокойно остановиться в отеле, смотреть его достопримечательности, потому что в любом городе есть что посмотреть. Если не останавливаться там неделю, мне кажется, так будет вполне комфортно. И также на поезде вы можете ехать не единовременно, не единым махом, а можете вот доехать, например, вот 3 направления, да, Москва-Новороссийск, Москва-Сочи, Москва-Анапа. Как можно доехать? Можно доехать через Ростов, можно доехать через Воронеж, а можно доехать через Краснодар. Это если, например, ехать Москва-Воронеж, там несколько дней, и дальше уже до какого-то города. Я вам обязательно скину попозже в другом хобби схему, где я это все рассчитывала, и там прекрасно видно, где какое направление позволяет сокращать опять-таки часы общего пребывания в поезде, и это на какие в чем-то выгодно даже и по деньгам. И в такое время, когда нет билетов, мне кажется, это также можно рассмотреть, какие варианты пересадок. Лето, все солнышком согрето. Максимкин. Что? Самолетики-то? Какой-то геология павильон тоже есть. Надо посмотреть, что там. А мы идем вроде вот туда. Направо в транспорта павильон. Раньше он был земледелие, сейчас транспорт. Посмотрим. Здесь... Вот пчеловодство. Павильон. Здесь до самокатов нету. Что вон еще, смотри, один тут. Что это за паровозик? Паровозики.
Что это за паровозик такой, а? Не знаю, давай сейчас налево. Заходи. А? Что это Сюда, сюда. Тут экранчики, что-то, смотри, пчелки, да? Это, что, видишь, соты, в которых они мед делают. То есть вот такие залетают. Видишь, костюм, чтобы пчелки не укусили. Давай посмотрим, что здесь. Пчелиная семья. Видишь, одна матка. Это рабочие пчелы. Видишь, 50 тысяч рабочих пчел. А это трутни, их всего 300. Как их больше? 6 тысяч. Вот, а смотри, ты можешь посмотреть, откуда берутся пчелы. Давай. Процесс спаривания пчел называется облетом. Так. Рабочие пчелы тоже самки. Почему? Вот какие функции выполняют рабочие пчелы. Зай, ты слушай, туда не ходи без меня. Какие ваши? Вот это пчелиная матка. Она самая главная у них. Основа пчелиной семьи. А вот что трутни делают? Единственное предназначение трутни — оплодотворение матки. Все понятно. Ведь трутни, они не работают, они не собирают с цветочков меда. Они только оплодотворяют матку. И живут недолго, всего 100 дней. А матки до 8 лет. Чего? Привет, пчелка. Привет, пчелка. Иди, я тебя с ней сфотографирую с пчелкой. Привет. Да какая ты красивая, какая красивая. Не трогай, аккуратненько. Привет, Максим, что ты мне расскажешь? Видишь, лапки, сколько у нее лапок? 6. Делать не. Ну да, она аккуратно, не трогай сильно. Пуши, глазки, усики. В меду весь, да, Мишка? А? Изобретение рамочного улья стало большим шагом для пчеловодства. Причем стоит специальная Нет, это здесь Мишка живет. Тут мед кушает. Смотри, сколько пчел, посмотри. Теперь пчеловоду стало легко и удобно доставать мед и осматривать пчелиные семьи. Ведь для этого достаточно Видишь, дым. Видишь, вот на таких вот они сидят, а там мед. Березы наши любимые. пользуются не только рамочными ульями, но и специальными павильонами. Это небольшое помещение, вдоль стен которого размещают кассеты, а в них рамки для пчел. Получается настоящий многоэтажный дом для пчел, где каждая кассета – это отдельная квартира. Не Мишка здесь живет. Может уместиться целая пасека – 16, 32 или 48. Да еще пчелка. Враги пчел. Давай почитаем, кто враги у пчел. Но как насчет мира самих пчел? Как Это асаед. в семье проживает до 8 Где-то мы про асаеда недавно с тобой читали. семейств, около 20. Птицы, Большинство жительниц, паразиты. но в семье есть мужские вопросы. Фу, Их главная и единственная обязанность фу, какие они гадкие. – всю остальную жизнь они не только исключительно А? Номер один? Ищи. Номер один — это язычок. Язычок. Он тут просто не подписывает. Угу. Второй — это верхняя губа. Ну, а цифру 2 ты видишь? Один, ну, просто не подписан. Аккуратно. Настоящий улей хочешь посмотреть? Да. Пойдем вон там. Вот смотри, кто там живет. Пчелы. Вон, видишь, как они? В сотах вот это то, что у них сделаны. Вот. Вон там сколько их. Фука-пука. Фу-фу-фу. Чего? Видишь, они вот эти соты, а там даже мед, по-моему, в сотах. Посмотри туда. Темноту. Посвети. Там ничего нету, Максим. Просто.
Ты, Макс, не надо, пожалуйста. Вот это что такое? Это они еще придумают потом, что сделать. Тоже какие-то. Вот смотри, у него что на лапках, Максим? У него лапки все в меде, что ли? Лапки в меду. Пчелки, да? Пчелка, пчелка. У тебя сахарные лапки. Вот где они берут мед. Пчелы удивительно быстрые для своих размеров. Они могут летать со скоростью И мультик до в конце, 65 да, Максим? км в час, покрывая огромные расстояния с сотнями миллионов цветов. Все. Врезалась. Мед для космонавтов. А, это несколько шагов, видишь? Мед жизненно необходим для питания человечества. Он даже входит в перечень обязательных продуктов для космонавтов. Смерть после укуса. Пчелы способны ужалить своего врага. Но, к сожалению, после укуса пчела оставляет жало в противнике, после чего в скором времени погибает. Взмах крыльев. Чтобы маневрировать в воздухе, пчела использует быстрые крылья. За одну секунду она может сделать до 440 взмахов каждым крылом. Пчелы-сторожи. Пчелиный улей можно сравнить с настоящей крепостью. Шарик. Специальные пчелы-сторожи защищают его от нападения хищников и других незваных гостей. Они следят за тем, что происходит вокруг, и, заметив врага, мгновенно бросаются на него. Пчелы-саперы. На службе армии некоторых стран мира официально находятся пчелы. Благодаря отличному обонянию они помогают военным обнаруживать мины и взрывчатые вещества. Какое обоняние у него. Все. Какой здесь боярышник крупный. Давай. Боярышник. Почему? Что почему, Кись? Я снова сделать компот. Потому что нельзя. Из него не делают компот, он не сочный. А что с него сделать? Это ничего не делают, это птички его клюют. Орешек кидай. Ой. Только опять по носу, что ли? Нет, по голове. На шее. Тоже будет прятать его? Да не. Снова вышли вечерком погулять. Уже, конечно, далеко не жарко. Симка играет в свой любимый футбол. Интересно, там грязь высохла, а то такое лет, что там даже грязь под этими воротами не успевает высыхать. Все-таки так красиво смотришь. Классно. Макс неожиданно решил пробежать круг. Спортсмен мой. При этом никуда не хочет вот так вот, чтобы куда-то в секцию, не знаю. Надо думать, куда лучше отдать. Красивая сегодня башенка, вся видна. Ничего ее не загораживает. Красиво. Телецентр горит огнями.